Очень часто бывают моменты, когда орхидея с вот такими прекрасными воздушными корнями, и приходит момент, что мы принимаем решение ее пересаживать, мы ее пересаживаем, и в новой посадке через месяц у нее пропадают вот эти воздушные корни. Как, например, вот сейчас вы видите, вот пропавший корень. Почему так происходит? Давайте поговорим на эту тему. И добрый день, меня зовут Станислав, и вы на канале Орхидеи дома. Записать это видео меня подтолкнул зритель с ником КС под видео реанимация орхидеи, у которой остались только воздушные корни. Он оставил комментарий. Здравствуйте, подскажите, как приучить корни к воде и сколько дней? Итак, ответ на этот вопрос с одной стороны покажется очень простым. Я приучаю корни к воде с помощью пульверизатора и делаю это следующим образом. Вот вы видите корни. Я, кстати, беру воду обычную, дождевую воду. Как вы знаете, кто на канале давно, я пользуюсь дождевой водой. Подогреваю ее примерно на 5-10 градусов больше, чем температура в помещении. И вот таким образом я обрызгиваю корни. Тем самым я приучаю их к воде. Смотрите, вот корешок, на который попала вода быстрее. Вот уже он, смотрите, какой стал темно-зеленый. Но в каждом случае все индивидуально. И если вернуться к той орхидее, которая была в этом видео за 16 марта, то там эти воздушные корни были очень пересушены. И там мне пришлось по времени почти 2 месяца бороться за те воздушные корни. И через 2 месяца только я сделал ей пересадку, и там осталось только 4 воздушных корешка. Но опять же, я же говорю, там корни воздушные были крепко пересушенные. Здесь же корешки, смотрите, они живые, хорошие, не пересушенные, нет по ним вот таких вот бороздок, ну, такого как сморщенного. И приучить такую орхидею можно буквально за неделю. Значит, сколько раз на день? Значит, если я дома, я могу в течение дня и 2, и 3 раза подойти. И вот таким образом я с одной стороны обрызгал. Давайте вот так вот, чтобы вода попала и с другой. Могу и 2, и 3 раза подойти и опрыскать эти корешки. Если же как бы я ухожу на работу, то, как правило, это происходит в 7 часов утра и уже там в 6-7 часов вечера. Так что мой ответ будет от 1 недели до нескольких месяцев. Я считаю, что очень важен потом следующий момент. Это пересадка орхидеи и первые поливы. То есть вот у этой орхидеи где-то я ошибся, и я, скорее всего, что перелил, что получилась вот такая ситуация. Но таких ситуаций у меня становится все меньше и меньше. И, как правило, у меня все чаще и чаще воздушные корни орхидей, когда принимают посадку, то вот смотрите, какая ситуация. Вот были воздушные корешки, я точно так же их приучал. Вот примерно по вот это вот расстояние они были. И вот смотрите, прекрасно пошли они в рост в новой посадке. Но хочу сразу сказать, что не спешите. Тут очень важно видеть наши корешки, и очень важно понять, когда же после пересадки сделать первый полив. Порой бывает так, что после пересадки я первый раз поливаю через 7-8 дней. Бывает через 2-3, но минимум 2-3 дня сейчас я начал
выдерживать. Если раньше были дни, что я считал, что на корешках нету никаких повреждений и мог сделать полив буквально на следующий день, и, по-моему, такой полив я сделал вот у этой орхидеи, по-моему, на следующий день, потому что посчитал, что здесь все хорошо. Вот результат отрицательный, и вот смотрите, результат положительный. Ну, а теперь давайте посмотрим на нашу орхидею, которой мы только что полили корни. И как вы видите, вот корешок, он наиболее быстро приспособился и впитывает в себя воду. Вот этот корешок, можно сказать, на втором месте, этот на третьем. И вот тот, который самый небольшой и у которого еще идет ростовой процесс самый позже, чем у других, вот он меньше всего, вот он еще серебристо, такой серебристо-серого цвета. Так вот, когда уже все корешки от начала и, скажем, до вот этого зелененького основания будут впитывать в себя воду, вот тогда наступает момент, когда я уже смело пересаживаю орхидеи вот в такую посадку, как, например, вот это вот прекрасная, замечательная орхидея, которая вот у меня, кстати, зацвела на один цветонос, и вот выпустила второй, и второй цветонос вот скоро начнет набирать бутончики. Так что я думаю, что я ответил на ваш вопрос, но я думаю, всем интересно, в каком же состоянии та самая орхидея, которая была у нас в видео 16 марта. Вот сейчас я вам ее покажу. И кому интересно, давайте поговорим про эту орхидею и ее состояние на сейчас. Значит, как вы помните, после выхода 16 марта, через 2 месяца, еще вышло одно видео на канале 13 мая, где мы сделали пересадку этой орхидеи вот в эту посадку. И, наверное, целесообразно сейчас будет показать вам состояние этой орхидеи 13 марта, потом, 16 марта, потом 13 мая. И мы с вами поговорим, что здесь произошло и как орхидея себя чувствует сейчас. И вот вы можете увидеть, в каком она состоянии. Тургора нет вообще, листочек на краю уже начинает желтеть. Есть, правда, воздушные корни, но они уже очень пересушены. И внутри очень все мокро, перелита, конечно, эта орхидея. И я не вижу здесь ни одного. Ну вот какой-то корешок, вот маленький. Один корешок. То есть я считаю, что нужно ее сейчас, естественно, распотрошить и срочно спасать. Плохо, как я изначально думал. Я думал, что без фунгицида не обойтись сегодня, но я так смотрю. Вот это вот есть, конечно, подозрение, но сегодня я не буду его обрабатывать. Я его же горшок, в котором он был, поставлю вот эти воздушными корешками туда, и эти воздушные корешки нам нужно будет приучить к воде, так как воды они не видели.
листья можно было свернуть как папиросную бумагу. И когда мы ее распотрошили, то в посадке не осталось, по-моему, ни одного, нет, по-моему, один маленький корешок там у нее небольшой оставался, и все остальные корни, которые были в посадке, пришлось удалить. Также мы сделали, основание было очень длинное, мы обрезали, обработали активированным углем. И через неделю, по-моему, 25 марта, эта орхидея также стала участницей видео, которое называлось «Алоэ для орхидей. Густые корни и метровый цветонос». Ссылки на эти видео я оставлю под сегодняшним видео. И тем, кто попал на канал впервые, можете пройти и посмотреть, в каком она была состоянии и что мы с ней сделали. Значит, как вы помните, во втором видео я уже второй раз обрабатывал эту орхидею алоэ. И этот процесс я повторил еще раз примерно где-то 2-3 недели назад. А так орхидея была просто в таком прозрачном горшке. И как вы помните, мы старались приучить эти корни, они все были воздушные, к воде. Вот тоже, к сожалению, засох. И остается у нас 2 длинных корешка и 2 коротких. И с этим вот один раскукленный, второй не раскукленный, и на конце вы видите, он немножко засох. Мы сделаем обрез до живого места. И это место, как обычно, я обработаю перекисью. Мы, наверное, сделаем посадку в тот же горшок, в котором она и пришла. Но для начала мы все-таки повторим 4-й раз процедуру с алоэ. Я думаю, совсем чуть-чуть. Почему чуть-чуть? Потому что воздушные корни, хоть мы и приучали, но как вы видите, что их даже больше, чем половина, все-таки не захотели жить в субстрате, жить с водой. И естественно, сейчас в субстрате они могут погибнуть. Так, примерим, я думаю, чтобы корень немножко сбоку получится у нас посадка, чтобы не травмировать корни. Ну и думаю, да, изначально я думал, что много мха сюда в посадку не буду использовать, но уже в процессе я все-таки понимаю, что мох здесь вот именно сверху, он не будет лишним, а только пойдет на пользу. Закрепим посадку еще вот таким кусочком плоским коры сбоку. Сейчас я еще найду пару таких кусочков. И вот, смотрите, что у нас получилось.
Я думаю, орхидея здесь будет прекрасно. И мох будет провоцировать ее на рост новых корней. Ну что, я думаю, что в течение 10-12 дней я буду наблюдать за ее состоянием. И если в течение 10-12 дней ростовые процессы продолжатся, то я отдам ее хозяевам и дам рекомендации о поливе. И вот через 10-12 дней, конечно же, у орхидеи начались ростовые процессы, но хозяйка попросила, чтобы орхидея еще немного побыла у меня. И вот это немного уже, как вы видите, длится 9 месяцев. И ростовые процессы, как вы можете видеть, у нее продолжаются и по 7 дней. Причем вот эти вот корешки вот уже выдали, смотрите, какие боковые, вот такие чудненькие отросточки. Да, есть немножко вот соли повыступали, но мы уже знаем, как теперь побороть вот эти кусочки. Кто смотрел видео, которое вышло на прошлой неделе. И по поводу мха. Помним, да, что я положил вот здесь вот в части мох, куда вот у нас некоторые корешки устремляются, которые некоторые прошли и ниже. И также мы очень много положили мха сверху. И в надежде на то, что этот мох будет стимулятором для роста корней. И, как вы видите, большая часть корней пошла не в посадку, а пошла именно в этот мох. И прямо смотрите, как обвивает этот мох. Его уже, кстати, больше половины этого мха не осталось. Вот смотрите, какие прорехи. И его, по идее, уже нужно обновить. Но я думаю, что эту орхидею мне рано или поздно все равно придется отдавать, так как она не моя. И уже тогда я с хозяйкой договорюсь, то ли мне сделать ей еще одну пересадку, то ли в таком состоянии я ее отдам. И как вы помните, у нас было 2 листочка. Значит, из тех 2 листочков, тот, который больше листочек был, отсушила. Один маленький, вот, который был, он таким маленьким остался. И потом она нарастила еще 1, 2, 3 вот таких вот прекрасных листочка. Цветонос она пока не дает, но судя по ее состоянию и по корневой системе, в каком состоянии она находится, я думаю, что ближе к маю, к июню месяцу, когда обычно начинается летнее цветение орхидей, я думаю, к этому моменту она должна будет выпустить цветонос. Ну, а на сегодня, наверное, и все. Будем потихоньку заканчивать наше видео. Надеюсь, оно было вам интересным. Надеюсь, что зрителю или зрительнице с ником КС ответ его удовлетворил. Надеюсь на ваши лайки, комментарии. Конечно же, подписывайтесь на канал Орхидеи дома. Делитесь со своими друзьями ссылкой на видео канала. И приходите на канал Орхидеи дома снова и снова. А на сегодня всем пока.